Я связала боди до конца регланной линии, но при этом не довязала где-то 1,5 сантиметра. Я вяжу по готовому, и поэтому я замерила, у меня получилась эта линия 9 сантиметров. Вот 9 сантиметров я перевела в свои ряды, и это 28 рядов. Но я закончила, вот как и сказала, за 1,5 сантиметра до вывязывания полностью, так как сейчас буду вывязывать росток. Росток я буду вывязывать по спинке, поэтому вот эти 4 ряда я буду вязать только по петелькам спинки. У меня получается на данный момент, вот я красным маркером отметила количество петелек, которые у меня получается по рукавам по 31 петле, по спинке 38 и по переду 39. Вот это у меня. Я перед и регланные линии оставляю, которые вот от рукавов, 2 оставляю по переду и 2 петельки оставляю по спинке. Петли рукава я перенесла на ниточку, потому что они мне пока не нужны. И вот сейчас буду вязать петельки спинки. Буду вязать просто прямым полотном. Я присоединяю ниточку и вяжу петли спинки. Провяжу 4 ряда и уже затем буду объединять петли переда и петли. Я вывязала росток. Вот что у меня получилось с этой стороны, с этой стороны. И сейчас буду уже соединять перед и спинку в круговую. Но прежде чем соединять, нам надо с вами посчитать, надо ли добавлять подрезы. Для этого я также по вот своему боди измерила. У меня получается, что по обхвату груди 42 сантиметра. Я перевела 42 сантиметра в петельки. Это у меня получается, мне надо набрать 84 петли. На данный момент у меня на спицах по переду, как я вот вам показывала, 39 петелек плюс 2 регланные линии, и спинка 38 и плюс 2 регланные линии. Итого 81 петля, а надо 84. Значит, мне надо добрать еще 4 петли, по 2 петли с двух сторон. Я записываю плюс 2 петли на 2. И итого у меня на спицах будет 85 петелек. И вот здесь я сразу запишу. Здесь хочу сказать, что вот эти все таблички у меня будут в группе ВКонтакте. Если вдруг у вас возникают какие-то вопросы или что-то непонятно, то у меня все эти таблички я прикрепляю в группе. 85 петелек. Как я делаю подрезы? Перед у меня уже связан. Подрезы можно добавлять любым способом. Можно просто, например, вот так 2 петли с двух сторон добавить. Я уже во многих видео показывала. Можно спицами добрать на дополнительную ниточку и уже их ввести в работу. Но вот как пример я хочу показать, можно крючком связать. У меня вот под руками оказался, то есть, крючок, и поэтому вот крючок я связала такой небольшой, даже не знаю, отрезочек. Вот, главное, чтобы было 4 петли. И я вот эти 4 петли, 2 петли на одной, 2 петли на другой. И я просто вот, когда дошла, я провязываю одну петлю и вторую петлю. И сейчас я уже перехожу на петельки спинки. Сейчас я вам провяжу и покажу, что получается в конечном итоге. Вот у меня набрано. Вот видите, вот этот подрезик, только когда я буду вязать рукав, я распущу эти петельки, ну вот эту ниточку голубенькую,
И у меня получится, что вот эти петли две будут открытыми. И уже я на спице наберу открытые петли. И вот этот шов будет менее заметным. Если вам понравится, можете попробовать и такой способ. И теперь я уже продолжаю вязать. Я свяжу петельки спинки. Также добавлю здесь 2 петли. Петли рукава перенесу на дополнительную ниточку. И у меня вся работа замкнется в круг. И я уже буду вязать прямым полотном. Вот прямым полотном до момента уже разделения, когда мы начнем вязать переднюю и заднюю часть боди, практически до того места, как буду вязать отдельно перед и спинку. Вот что у меня получается. Но я решила сделать вот как по тому боди, по которому я вяжу. Здесь оформлен край планочкой другого цвета, но я решила, что у меня вместо планочки будет здесь другая вязка, платочная. По рядам, что у меня получается, по сантиметрам. Вот мои мерочки. Я измерила, это у меня 16 сантиметров, перевела в ряды, это 48 рядов. Но на данный момент я провязала 45 рядов, поскольку сейчас уже буду вязать платочную вязку. Платочную вязку. Вот маркер у меня отмечены мои боковые линии. Вот здесь с этой стороны и с этой стороны. Сейчас я также хочу показать, вот, как у нас выглядит нижняя часть. Видно, что по переду здесь у нас углубление больше, чем по попе. Я сделала сразу же расчет. Если вы вяжете на другой размер или по другому боди, у меня есть мастер-класс. Я там показываю, как можно снять мерки с готовой работы и затем все это перевести в ряды и петельки. Я все это перевела, и у меня получается, что мне по переду надо будет закрыть сразу 3 петли. Вот эти 3 петли я и отмечаю по... Будет у меня смещение передней части вот на эти 3 петли с двух сторон. Каким образом? Вот на этой стороне хочу объяснять. Это у меня маркер, который отмечает боковую линию. Я буду вязать планочку. Она будет у меня состоять из 4 петелек. Будет это у меня одна кромочная, это 4-я, и 3, но все равно 4 петельки. 4 петли, значит, я отложила по спинке, отметила маркером. И также на ширину планки я отложила по переду. Но нам с вами надо будет еще 3 петли, которые я закрою сразу же. Поэтому вы, если вяжете по другому размеру или по другим мерочкам, делайте следующим образом. Отмечаете боковой шов, откладываете на спинку и наперед количество петелек, равное вашей ширине планки. 4, 5, там, ну, сколько вы это откладываете. И затем по переду откладываете петли, которые вы закроете сразу же в первом ряду, когда будете вязать отдельно перед и спинку. Вот таким образом. У меня получается, вот повторюсь, здесь 4 петли и 7 здесь. У меня планочка, как я и сказала, будет 4 петли в ширину и 4 ряда в высоту. Я уже один ряд провязала, поскольку он вяжется при круговом вязании лицевыми петельками. И сейчас дошла до второго ряда нашей вот этой планочки, обвязочки, или как правильно сказать. Я маркер перекидываю и сейчас уже вяжу. И сейчас уже вяжу изнаночными петельками. Я дошла до маркера,
маркер перекидываю и уже продолжаю вязать лицевыми петельками. У меня в конечном итоге получается, что значит изнаночными петельками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. Я провяжу перед. Также вот здесь между маркерами 11 петелек провяжу изнаночными петельками, затем лицевыми. И провяжу еще 2 ряда. У меня получится, вот я по вот именно здесь все будет лицевыми, а по вот по этой планочке следующий ряд будет провязан эти петельки лицевыми, и последний ряд будет провязан изнаночными петельками. И уже затем мы с вами будем разделять на наши 2 половинки. Я провязала 4 ряда вот этой планочки, и сейчас уже буду вязать отдельно перед и спинку. Для этого мы с вами, я вот провязываю спинку, это у меня маркером отмечена моя боковая линия, и нам надо сразу же в первом ряду закрыть 3 петли, как я вам показывала, я буду делать по своим расчетам. Вот в первом ряду надо закрыть 3 петли. Закрывать можно просто провязывать 2 петли вместе на спицах, но я чаще всего закрываю с помощью крючка. Также провязывать 2 петли. 1, 2, 3. Закрыли. И уже продолжаем вязать дальше. Я маркер убираю, он уже не нужен мне. Я продолжаю вязать дальше. Я довяжу этот ряд до маркера бокового, закрою 3 петли, и уже у меня будет половинка переда, которую я буду вязать и убавлять согласно своей схеме. Я провязала 2 ряда, закрыла 3 петли, и сейчас у нас с вами следующее убавление, это 1 петля. Я сейчас покажу, как я буду это делать. Убавлять мы с вами будем после планочки из платочной вязки, поэтому я вяжу 1, 2, 3. 3 петли я провязала и провязываю 2 петли вместе. У нас с вами здесь это получилось убавление. Провязываю ряд до конца, и сейчас покажу, чтобы у нас с вами была ровная линия убавления. Здесь я убавила петельки с наклоном влево. С другой стороны мне надо убавить будет петельки с наклоном вправо. Можно делать наоборот, но обязательно надо будет следить, чтобы наклон был на протяжении вот всего убавления в одну сторону. Вот я для себя решила, что у меня петельки будут наклоняться к центру моей работы. И поэтому здесь у меня не с наклоном влево, а с другой стороны с наклоном вправо. Вот я дошла до последних 2 петелек перед планочкой, которые мне надо провязать вместе. И чтобы не получились петли перекрученными, я сначала снимаю их, поворачиваю, одеваю опять на спицу и провязываю 2 петли вместе. И вот у нас с вами получился с наклоном вправо. И уже продолжаю наш ряд до конца. И таким я образом буду убавлять петельки по моей схеме до тех пор, пока мне не надо будет убавить по 2 петли вместе с каждой стороны. Я вам покажу, как я это делаю. Я сделала 2 убавления по 1 петле. И сейчас у нас с вами 7-й ряд, и мне надо делать 2 убавления с каждой стороны. Для этого я вяжу петли планки и провязываю также сначала 2 петли,
и следующие 2 петли вместе. И продолжаем нашу работу. Нам также надо будет до планки не довязать 4 петли. Так, это петли планки. Раз, два, еще одну. 4 петли. Вот у нас с вами остаются эти 4 петли. Я предварительно петельки переворачиваю и провязываю 2 вместе. И следующие также переворачиваю и провязываю вместе. И уже петли планки. Край я также вяжу двойной кромочной петлей, как и вязала здесь горловину. Изнаночный ряд я вяжу без убавления. И так продолжаю вязать до 15 ряда. Я провязала так, значит, у меня 15 рядов. 16 ряд я уже провязала полностью платочной вязкой и еще 2 ряда платочной вязкой. Это у нас с вами будет планочка, на которой будут сделаны петли под пуговички. Если вы будете делать клепочки, то вам это петли вывязывать не надо. А я буду сейчас расстегну и покажу. У меня на задней части будут пришиты пуговички, а по передней будут петельки. То есть застежка будет вот таким образом. Поэтому мне нужны сейчас петельки. У меня на спицах сейчас в общей сложности получается 17 петелек. И я провязываю 2 петли, кромочную снимаю, 2 лицевые. Делаю петельки так же, как мы с вами делали по краю вот нашей застежки сверху. Из протяжки я ее поднимаю, протяжку предыдущего ряда, и провязываю лицевой. Следующие 2 петли провязываю вместе. Лицевая, протяжку поднимаю и 2 петли вместе. И мы дошли до центра, лицевая. И теперь делаем только уже как в зеркальном отражении. Провязываем 2 петли вместе. Здесь у нас с вами будет петелька. Так, теперь 1 лицевая, 2 петли вместе. Здесь будет петелька. И 2 последних лицевых и изнаночные кромочные. И теперь я провяжу еще 3 ряда и закрою свою работу с помощью крючка. Вы закрываете как вам удобно, то есть с помощью крючка, как я вот здесь закрывала вот боковые части, когда 3 эти провязывала. Вы можете провязывать 2 петли вместе с помощью спиц. И на этом передняя часть у меня будет готова. Заднюю часть я вяжу также следуя такому же принципу убавления. Единственное, у меня, я вот замерила заднюю часть, она у меня получается 12 сантиметров в высоту, и вот как я оставляла эти 8 петелек в конце. Но 8 сантиметров это 16 петелек. По передней части у нас с вами было на 1 петлю больше, 17, здесь будет 16. И схема убавления, как я буду вывязывать ряды. Точно так же сначала одну буду убавлять, потом еще одну. Здесь, вот, например, 5-й ряд я уже буду вязать без убавления, в 7-м буду делать убавление. Вот это схема убавления. Если вам, еще хочу повториться, если вам здесь неудобно запоминать эту схему, это не обязательно. Все схемы я выложу у себя в группе ВКонтакте, поэтому вы можете в любой момент зайти и посмотреть, как я делаю убавление или какие-либо, как вот здесь, расчеты
по боди, вы можете посмотреть и уже вязать согласно по рядовому и по петельным моим расчетам. И у нас с вами будет готово, и останется только связать рукава. Я связала низ боди полностью, ниточки еще пока не убрала. Вот что у меня получилось. И также связала уже один рукав, чтобы показать, как он будет выглядеть. Я его не стала делать очень длинным. И всю практически часть рукава это резинка 1 на 1, чередование одной лицевой, одной изнаночной петельки. Я провязала только 2 ряда чулочной вязкой и сразу же перешла на резинку. Резинка у меня 6 рядов, и я все закрыла. Сейчас я покажу, как переходить уже на вязание. У нас сейчас с вами на спицах 31 петля. Поскольку мы с вами вывязывали росток, спинка у нас длиннее, чем перед, поэтому вот по этому отрезочку я доберу еще 2 петли. И также у нас с вами будут в расчете вот эти 2 петли, которые мы с вами набирали для подрезов. Вот я покажу эти петельки и покажу, как благодаря, что я добрала на дополнительную ниточку, здесь у нас с вами вот получилось такое соединение. И сейчас я сразу же по вот эти 2 петли переношу на свою рабочую нить, на спицу. Я их перенесла. Вот у нас с вами эти 2 петельки. И теперь я также доберу вот эту петельку и вот эту петельку. Я одеваю их чтобы мне было удобнее вязать вот на этой спице. Вот что у меня сейчас получается. Теперь я присоединю ниточку и буду вязать лицевыми петельками. У нас с вами получится чулочное полотно. Я провяжу, еще повторюсь, 2 ряда. Затем возьму спицы меньшего размера. У меня это спица 3. Равномерно убавлю. Сейчас покажу, чтобы... Это у меня спицами, резиночка связана спицами 3. Я равномерно убавила 6 петелек, провязала 6 рядов и закрыла эластичным этим методом. Как этот метод, как закрывать, я вам уже покажу, когда довяжу свой рукав до момента закрытия. Я связала рукав. Вот у меня резиночка уже готова. И теперь осталось только закрыть петельки. Я покажу, как делаю это я. С помощью эластичного края. Мы первую петельку лицевую провязываем. Следующую у нас с вами изнаночная. Мы делаем накид от себя. Провязываем изнаночную петельку. Накид перекидываем через эту петлю. И затем предыдущую. Теперь у нас с вами лицевая петля. Мы накид делаем к себе, провязываем лицевую петельку, накид перекидываем через эту петлю и предыдущую перекидываем. И так мы повторяем. Если у нас изнаночная, делаем накид от себя. Провязываем и перекидываем. Если у нас лицевая, накид делаем к себе.
И так мы постепенно закроем все петельки. Вот я хочу показать, какой он край получается. Он хорошо тянется, но в то же время хорошо держит свою форму. И на этом наш боди будет готов, не наше боди будет готово полностью. Я пришью пуговички и постираю. И уже можем примерять на нашего малыша. Я сначала пришила пуговички и постирала боди. Вот хочу сказать, что вот в данном случае я стирала боди в стиральной машине на бережном режиме. Прекрасно перенесла эту стирку, но я из этой пряжи очень давно вяжу, и поэтому чаще всего из этой пряжи вещи спокойно стираю в стиральной машинке на бережном режиме и вместе с отжимом. Ну, то есть прям она большая, то есть очень хорошо себя пряжа показала именно при стирке. Мне кажется, для мамочек, там, для бабушек, ну, у кого именно очень маленькие детки, это прекрасная возможность облегчить свой труд. Не надо стирать руками, не надо, то есть, если, как правило, когда стираешь руками, это же намного и дольше это сохнет вещь. Нет, это прекрасно. И даже вот, кажется, она такая яркая расцветка. Нисколько пряжа не слиняла у меня, потому что была еще рядышком вместе такая, ну, светлая кофточка постирана. Нет, все прекрасно перенесла стирки, то есть я прям довольна. Поэтому я постирала, и буквально, ну, через 2 часа уже мое боди высохло, и я уже могу его отправлять своей будущей хозяйке. Ну, надеюсь, все было понятно. Жду, скоро у меня в ближайшее время выйдет анонс, как я и говорила в начале видео, розыгрыша, который состоится у меня на канале. Поэтому следите за моей работой. До свидания, мои дорогие. До новых встреч.